Друзья, всем привет! Привет! Вы смотрите канал Russian with Dasha. Это канал для тех, кто изучает русский как иностранный через контент. Транскрипции вы найдете на Патреоне, а новости, анонсы в моем телеграм-канале. Это Наташа. Наташа музеолог и автор канала «Жемчужный гид». И если вы еще не смотрели наши видео о Петербурге Достоевского, ссылка появится в углу экрана, обязательно посмотрите. Наташа, скажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и где мы сегодня будем гулять? Да, мы находимся в чудеснейшем месте в центре Петербурга, совсем недалеко от набережной реки Мойки. Мы находимся во дворике по адресу Мойка 12, как сокращенно называют это место. И это последний адрес Александра Сергеевича Пушкина, самого известного русского поэта, о котором знают вообще во всей стране, которому поставили порядка 700 памятников по всему миру. Ничего себе! Один из них, кстати, за нашей спиной. Почему я решила провести тебя на набережную реки Мойки? Ну, во-первых, потому что это место, оно вбирает в себя места, где Пушкин жил, где он гулял. С этой локацией городской связаны как светлые страницы его биографии, так и трагические. И, конечно же, первым делом нужно прийти именно сюда, в музей-квартиру Пушкина, единственную в Санкт-Петербурге. И здесь он прожил совсем недолго, буквально несколько месяцев. В 1836 году осенью он снял роскошную, на самом деле, на тот момент 11-комнатную, ты просто представь, 11-комнатную квартиру. На самом деле стоило это очень недешево, если поговорить о деньгах и о том, как жил Александр Сергеевич. Это было порядка 4 или 5 тысяч в год за съем квартиры. Но в среднем стоимость в 1830-е годы за аренду квартир составляла несколько сотен рублей. К примеру, вот тот же Гоголь снимал небольшую квартирку за 300 рублей в год. То есть разница, конечно, большая. Александр Сергеевич любил жить на широкую ногу, и у него была барская квартира, как их тогда называли. Но что вот удивительно для Петербурга 30-х годов, тогда уже начали активно строить доходные дома, и это было очень прибыльное мероприятие. Те, кто был побогаче, снимали барские квартиры. То есть это первый и второй этаж, как у Пушкина 11 комнат, может быть, даже 18, к примеру. Но что является такой особенностью? В богатых домах все равно могли жить, например, мастеровые. Но, естественно, главным условием было то, что их квартиры не выходили в первый двор. Вот мы, в частности, находимся в первом дворе. И у них чаще всего не могло быть вида на канал, парк или что-то такое элитарное, так скажем. Но вот такая особенность Петербурга 30-х годов 19-го столетия, что рядом с богачами, аристократами, дворянами могли жить обычные, так скажем, люди, ремесленники, купцы, мастера и так далее. Вот мы в прошлый раз с тобой были, когда в доме старухи-процентщицы, ты сказала, что это двор-колодец. А вот этот двор можно назвать колодцем? Я думаю, что не совсем. Он скорее напоминает такой палладианский дворик, вот как в европейских виллах мы можем встретить. Он достаточно просторный, и как раз-таки для Петербурга он, наверное, менее типичен. Да, в принципе, раньше в дореволюционном Петербурге было очень дорого жить, и было, например, дорого содержать лошадей. То есть это нужен сарай, конюшня, нужен какой-то гараж, где будут экипажи храниться и так далее. Но вот такую роскошь можно было встретить далеко не часто. Если попытаться сопоставить, например, на наши деньги, это, конечно, нелегко, но тем не менее, сейчас, вот если Пушкин тогда снимал в год за 4-5 тысяч рублей квартиру, то сегодня можно снять квартиру на Мойке где-то в районе 250 тысяч. Но это, конечно, довольно неплохие апартаменты, это 100 квадратных метров и больше. Но можно и за 50 тысяч снять, но это уже будет что-то очень скромное. Так что
Набережная реки Мойки, вообще вот эта адмиралтейская часть Петербурга, она всегда была роскошной, фешенебельной. И как раз наш маршрут сегодня будет посвящен каким-то супер престижным статусным локациям. И мы на примере судьбы Пушкина увидим, каким был Петербург того времени. Имперский, столичный и супер роскошный. Я правильно помню, что Пушкин не родился в Петербурге? Да, абсолютно точно. И, кстати, между прочим, Пушкин гордился тем, что он москвич. Что вот любопытно, потому что многие, в принципе, писатели часто рождались не в Петербурге или в каких-то других городах, или в Москве, ну, допустим, Достоевский, про которого мы уже говорили, но потом, естественно, рвались в столицу, потому что все их мечты, какие-то чаяния здесь уже могли воплотиться. Вместе со своим другом Дельвигом он гордился тем, что он москвич, и считал, что только тот, кто родился в Москве, может правильно выражаться на языке и, в общем-то, нести эту культуру в таком исконном ключе. Что интересно. Удивительно, да. То есть он родился в Москве, но при этом учился-то он под Петербургом, в Царском селе. Да, вот мы сегодня как раз увидим некоторые места, связанные с этой страницей истории. Мы не поедем в Пушкин, но тем не менее узнаем, что же на набережной реки Мойки об этом периоде его жизни напоминает. Да. А пока мы выходим на набережную реки Мойки, ребята, если вы приедете в Петербург, обязательно сходите в музей. Мы туда не пойдем. И также обязательно посетите... Какие там знаки он нам показывал? А также обязательно посетите Пушкин, Царское село, и сходите на экскурсию в Царско-сельский лицей. Да, наконец-то мы оказались на самой набережной реки Мойки. А как ты думаешь, вот почему такое название у реки? Ну вот просто какие у тебя ассоциации вызывает, когда ты слышишь это название? Ну, это как будто с глаголом «мыть» связано. Наверное, здесь что-то мыли, стирали. Слушай, вот классная ассоциация у тебя, потому что есть одна из версий, что Мойка называется от слова «мыть», потому что здесь когда-то были бани. Но это как бы одна из версий, но есть происхождение названия Мия, то есть маленькая речка, но вот про Мойку говорят очень часто и в том контексте, что ты обозначила. Действительно, река Мойка довольно-таки маленькая, она размеренная, здесь нету такого масштаба, как у других водных артерий Петербурга. И лично мне очень нравится этот маршрут, идти по набережной реки Мойки, проходить мимо главного штаба, мимо Дворцовой. Я всем советую, кстати, именно этот маршрут. Река Мойка, она извилистая, то есть если немножко как-то создать метафору с нашим сегодняшним маршрутом, река Мойка — это как жизненный путь любого человека. Он извилистый, непонятно куда повернет. И вот сам Александр Сергеевич, казалось бы, его жизнь такая вот уже каноническая, на уроках литературы мы все это проходим, но все не так просто, конечно же, и не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Мы знаем, что его жизнь была связана с рекой Мойкой, а получается смерть с другой рекой, с Черной речкой, да, где недалеко от которой, в общем-то, и было ему нанесено то самое смертельное ранение. Я правильно понимаю, что Черная речка раньше считалась окраиной Петербурга? Да, именно так. Это были такие дачные предместья. Это природа, там березовая роща была на том месте, где вот они с Дантесом стрелялись. И если сегодня на машине можно добраться от Черной речки до Мойки где-то за полчаса, ну, опять же, все зависит от пробок, то тогда можно было на карете, на санях трястись часа полтора, кстати. Ой. Что и случилось с самим Пушкиным. И вообще это жуткая история с его вот последними днями. В общем-то, почему можно гулять по набережной реки Мойки? Потому что здесь все близко, и всегда вот эта часть от Невы до Мойки была самой-самой, можно сказать,
позади меня Дворцовая площадь, где то самое живое сердце биение города происходит, постоянно какие-то мероприятия. Там ходил и Пушкин, в общем-то, все оно переплетается в одной точке. А напротив это капелла, естественно, где раздавались музыкальные голоса в разное время, где много кинофильмов снималось, так что тоже такая очень известная локация. И, конечно же, Певческий мост. Вообще река Мойка, она в первую очередь уникальна своими красивыми мостами, которые обязательно вставать именно на мост и смотреть с них на само течение, на то, как тут экскурсии проходят и так далее. Лично для меня почему это один из топовых маршрутов? Потому что когда я стою на мосту и созерцаю Мойку, мне кажется, что мы ненадолго оказались в Венеции. Очень напоминает венецианские пейзажи. И что мне еще нравится в Мойке, когда мы смотрим на дома, наш взгляд, он постоянно прыгает с одного здания на другое. Тут постоянно какое-то разнообразие визуальное происходит, опять же, за счет ее этого извилистого пути. На набережной Фонтанки, кстати, все совсем иначе. Она гораздо шире, масштабнее, и в целом совсем другое ощущение бывает, когда смотришь с мостов на эту реку. Да, хочется подсветить такой момент, что Александр Пушкин – это поэт-писатель универсальный. Как многие говорят, наше все, это вообще мнение о нем складывалось далеко не сразу, не при его жизни, но он действительно универсал. И почему? В принципе, Пушкин обращался к различным темам, к различным жанрам. Он писал и сказки, и поэмы, и какие-то исторические трактаты, и очень серьезно относился к своему труду. Ездил по всей стране, работал в архивах, и, можно сказать, он изменил русский язык, он приблизил его к нашему времени. Но, что еще удивительно, когда он в 1817 году окончил Царско-сельский лицей, тогда у него, кстати, была специальность, он стал чиновником 10 класса коллегии иностранных дел. И в этом есть некая ирония, что он вроде как был, если на современный язык, сотрудником Министерства иностранных дел, но за рубеж так и не выехал. И есть такие воспоминания о том, что он хотел бы поехать, но не случилось. Уже когда его отправили подальше от столичного Петербурга, где волнения всегда каким-то образом смущали правительственные классы и так далее, Пушкин был в южной ссылке, и уже тогда начали издавать его произведения. Это «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», и тогда он уже становился популярным в Петербурге. И что еще тоже уникально, то, что Пушкин в принципе стал писателем в настоящем смысле этого слова. Он был первым русским писателем, которому платили деньги за его труды. То есть он действительно на это жил. Да, очень вовремя позади нас оказался музей печати, музей истории Санкт-Петербурга, где можно узнать про разные слои населения, как кто жил, как в целом происходило это издательство и так далее. И у Пушкина был свой журнал «Современник», но он был достаточно убыточным. И вообще он всю жизнь был в долгах, и только после его смерти Николай I взял на себя ответственность погасить все его долги и взять на пансион его жену и детей. А так он жил на широкую ногу, в общем-то, так было принято, но при этом не обладал теми самыми денежными средствами и доходами, чтобы себя так содержать. Как разнообразить свою жизнь? Это участвовать в дуэлях, а их у него было в жизни 29. И он никогда, в общем-то, сам не стремился быть активным дуэлянтом. Имеется в виду, что он не стрелял сам, всегда был вторым и часто либо промахивался, либо просто не... В общем, никакой смерти он не нес за собой. И есть та самая знаменитая история, когда один раз он стрелялся, и в момент, когда в него направляли пистолет, он ел вишню. Тоже известная история. Кстати, про дуэли. Пушкин, он очень обладал горячим нравом, но при этом в минуты, когда нужно было собраться, он был очень холодным. И, кстати, то же самое говорят про его творчество. Почему он уникальный поэт и писатель? Потому что в его стихах, в его произведениях, с одной стороны, есть и лед, и пламя. То есть он умел обуздать свои эмоции, страсти и подать их в каком-то
ну, разумном ключе, что ли. И это очень удивительно для писателя и вообще в целом для такого человека, как он. Ну а сейчас одна из локаций, как я и обещала, фешенебельных, это одна из лучших гостиниц императорского Петербурга. Вот она позади нас. Это так называемый Демутовский трактир или трактир Демута. Ну, немецкая фамилия. Здесь неоднократно бывал сам Пушкин. И здесь он останавливался, будучи еще совсем юным со своим дядей, когда приехал в Петербург. Рядом гулял. И уже спустя время сюда собирались писатели, современники Пушкина в литературном обществе «Арзамас». Он тоже посещал этот кружок. «Оду вольности» он прочитал здесь, и указывая на Михайловский замок, намекая на убийство Павла I, о котором знал Александр I, император, из-за которого и произошло восстание декабристов в дальнейшем, и где судьба его многих друзей прервалась. Мы сейчас зашли в один из двориков на набережной Мойке. Он такой спокойный. И вот Петербург отличается тем, что можно с какой-то шумной улицы зайти за угол, и наступает совершенно другой мир. Какое-то такое миротворение, спокойствие. Даша, как ты думаешь, насколько иностранная публика знает Александра Сергеевича Пушкина и его творчество? Я думаю, точно знают Евгения Онегина, потому что есть и опера, и балет Евгения Онегин. Многие считают, исследователи и те, кто интересуется переводами, что, в принципе, Пушкина, конечно, переводить сложно, теряется его вот эта ироничная манера разговора, теряется очень много смыслов, вот игра со словами. И даже Владимир Набоков пытался перевести Пушкина, и его комментарий составил порядка 900 страниц к переводу, потому что передать, наверное, всю историю, связанную с Пушкиным, объяснить каждый каламбур или каждый поворот сюжета довольно трудно все это передать. Если Достоевский, Толстой и Чехов более понятны зарубежной публике и там гораздо четче, детальнее прорисованы психологические портреты, больше деталей ситуации и в целом сюжет, он разворачивается иначе, то, допустим, Евгений Онегин в «Сухом остатке» — это как будто бы просто история любви. Но на самом деле, вот я помню, тоже занималась этой темой, Пушкин открывает тему лишнего человека в русской литературе. До этого еще у Карамзина в «Бедной Лизе» был его герой, который, можно сказать, был первым человеком, лишним в литературе. Но Онегин продолжает эту традицию. Потом мы помним, у Лермонтова подобная история происходит. И, возможно, Пушкин тоже был, как ни странно, лишним человеком для своего времени, потому что в каком-то смысле он тоже был не понят. И его понимали так, как хотели многие его современники. Ну, что поделать. Ну вот, кстати, слово «лишний». Есть такая фраза: «деньги лишними не бывают». И вот когда мы переводили эту фразу на английский язык, мой друг, носитель и английского, и русского, не совсем понял. Он сказал «I never have enough money». Но на самом деле деньги лишними не бывают. Это как бы «there is never too much money», да? «There is never extra money». И вот как ты понимаешь фразу «лишний человек»? Как бы ты объяснила ее иностранцам? Это одна из тех самых экзистенциальных проблем русской культуры, наверное, потому что, действительно трудно как буквально перевести, но здесь речь идет о неком скучающем герое, который чувствует, что он выпадает из каких-то общественных норм. Допустим, Онегин в своем молодом возрасте, он просто уставший старец, он не чувствует интереса к жизни, он совершенно не видит для себя спасения ни в близких людях, ни в том, чтобы завести семью или как-то
улучшить свое положение в обществе, сделать карьеру. Но, понятно, в то время это все выглядело иначе. У него есть средства, он получил от того самого дяди честных правил. В общем, он не находит себе места. И такие герои, в общем-то, те же дуэли, допустим, мне кажется, можно объяснить этот образ жизни тем, что люди не находили себе места. И вот в этом, наверное, и состоит гениальность русской литературы, в том, что она объясняет те или иные состояния людей, пусть это было в XIX веке, но ничего не изменилось сегодня. И как будто бы преемственность тут есть. Чем бы занимался Онегин в наши дни? Наверное, был бы блогером, рассказывал о своей непростой жизни. Конечно, я думаю, что он бы не нашел себе места и сегодня. Такие люди были, они есть и сейчас. Ну вот, как говорят блогеры, те, кто скрывает свою безработицу, да, вот, может быть, тогда таких людей было тоже много. Ну, кстати, дуэли, вот, например, как явление, почему они были так популярны? В связи с тем, что дворянам уже не нужно было служить, были помещичьи дворяне и служивые дворяне. Им не нужно было нести воинскую службу, а вот этот дух воинственности, он все равно оставался, нужно было как-то пассионарность из себя исключить. Ну и вот дуэли во многом это, конечно, подтверждение чести. И тот же Пушкин, кстати, он стрелялся буквально по каждому поводу, мог стреляться из-за того, что ему показалось, там, его оскорбили с чьих-то слов, или когда, допустим, Рылеев написал о нем эпиграмму колкую. Так что, ну, вот, естественный отбор, видимо, так лишних людей и в обществе уничтожал, скорее всего. Сейчас нам это кажется полным сумасбродством. В целом такая история с дуэлями, но на тот момент это был понятный механизм развития общества и понятная какая-то процедура, ритуал, все это было в порядке вещей. Мы уже приближаемся к Невскому проспекту, главной магистрали городской, где и 200 лет назад ходили люди, кому нечем было заняться днем, или приезжие. Я, кстати, знаю, что Невский раньше называли бульваром. Ну, в общем-то, да, потому что это была такая прогулочная история. Одно время здесь ходил трамвай, а очень давно, больше, 300 лет назад, здесь вообще в одной части Невского была березовая роща. То есть он был такой немножко дикий. Ну и вот тот самый, наверное, один из открыточных видов Петербурга, где очень хочется подольше постоять. Это мойка, вот совершеннейшая Венеция, как по мне. Ну и, конечно, на Невском проспекте, дом 18, вот этот адрес, он нам напоминает о той самой роковой дуэли, потому что именно сюда пришел Александр Пушкин, встретился со своим секундантом Донзасом, и отсюда они направились к Черной речке. Но говорят, что вот они встретились там, выпили воды или лимонада и решили ехать дальше. Но, кстати, что касается этого места, сейчас здесь находится литературное кафе, да, где якобы воссоздан антураж салонов, ресторанов первой половины 19 века, а тогда при Пушкине здесь была знаменитая, одна из лучших кондитерских, Вольфа и Беранже. В кондитерской еще можно было купить кулинарно-педагогическую азбуку. О. Это какая-то вообще очень интересная история, когда на десертах, видимо, были буквы, и нерадивым ученикам, поедая сладость, удавалось еще изучить алфавит. Я бы себе такую приобрела, кстати. Потрясающая вещь. Да, место интересное, и сейчас это уже такая туристическая локация. Но вот напротив, что тоже любопытно, в угловом доме, который выходит и на Невский проспект, и на набережную Мойки, там находился один из, опять же, лучших ресторанов, ресторан «Талон», который посещал Александр Пушкин, и куда он водил в своем произведении Евгения Онегина. Кстати, внутри можно попасть в этот дом. Это особняк купцов Елисеевых, знаменитый. Не магазин Елисеевых, который находится тоже на Невском подальше, а особняк Елисеевых. И можно в вестибюле первого этажа найти белоснежных атлантов. И они в некой такой полемике с теми самыми атлантами на миллионы, но это не подлинные скульптуры, то есть не
того времени, 19 века. Но тем не менее, интерьеры, кстати, очень прекрасные. Ореховая столовая, белый зал. И у этого здания, особняка Елисеевых, довольно мощная история. Потому что в 20-е годы еще по распоряжению Максима Горького, по его участию, там был открыт дом искусств, диск его так называли в народе. Там могли останавливаться творческие деятели, жить. Это было голодное время для Петербурга. И там, кстати, Александр Грин написал «Алые паруса». Вот именно в этом доме. Классно. Спасибо, я не знала об этом. Да, и еще одна локация здесь же рядом с нами, это Малая Морская, дом 15. Вот в этом доме находился, опять же, один из роскошнейших ресторанов того пушкинского времени, ресторан Дюме. Он был основан одним французом, Андрие, который остался в России после войны с Наполеоном, но потом вернулся на родину, и его соотечественник, некий Дюме, продолжил его дело. И сюда ходил Пушкин, и этот ресторан считался одним из самых лучших, потому что самая вкусная еда, лучшее меню. И когда, уже будучи женатым, он пришел сюда, его увидели какие-то знакомые, начали кричать «Холостой Пушкин!», стали поить его шампанским, и он об этом случае написал своей жене в Москву и говорил, что после этого инцидента уже больше сюда не приходил и хотел отобедать все-таки дома. Но почему нам важна эта локация? Потому что именно здесь впервые Пушкин встречается с Дантесом. И отсюда начинается вот та самая роковая история. Дело не только в том, что Дантес ухаживал за Натальей Николаевной Гончаровой. Да, это имело место быть, но там целый клубок интриг и хитросплетений. Воспроизвести это довольно сложно, но то, что Пушкина во многом его окружение подвело вот к этой трагической гибели, это правда. И в этой размолвке участвовал и так называемый приемный отец Дантеса, это Геккерен, если не ошибаюсь, с фамилией. Он, в частности, способствовал разворачиванию конфликта Пушкина и Дантеса. И история настолько запутанная, что ее мы даже сейчас не озвучим полностью. Но вот даже что касается гибели Пушкина, даже те меры, которые были предприняты его окружением, они уже не способствовали тому, чтобы он выжил. Не было врача на дуэли, когда Пушкин получил ранение. Его везли на санях. Не было буквально никаких средств оказания первой медицинской помощи. Ничего. Он потерял много крови. К тому же совершенно какие-то немыслимые меры были предприняты для того, чтобы его реанимировать. То есть там чуть ли не клизмы ставили, пиявок ставили, и у него при этом было большое кровотечение. Вообще жуткая история с тем, как он умирал. И вот то, что мы часто на уроках литературы изучаем о нем, оно иногда слишком далеко от того, что было на самом деле. Да, ну и, конечно же, мы оказались на Сенатской площади. Это место, оно вообще сыграло для Пушкина просто гигантскую роль в его жизни. И здесь происходило восстание декабристов в декабре 1825 года, и Пушкина, конечно, на этой площади не было, но он хотел здесь быть. И если бы он сюда попал вместе со своими единомышленниками, участвовал в этом восстании, то, конечно, его бы судьба повернулась иначе. Ну и в целом его стихи затем находили у декабристов, его друзья были участниками различных кружков и сообществ, и он тоже, можно сказать, своим творчеством к этому вел
людей. Так что, да, вот Сенатская площадь, она играет огромную роль в нашей истории. Но и при этом мы, конечно же, подходим к берегу широкой реки. Это уже не извилистая и уютная, размеренная река-мойка, это гигантская Нева. И река Нева и в творчестве Пушкина, и в целом для Петербурга играет какое-то сакральное значение, потому что сразу же вспоминается поэма «Медный всадник». Ну и, само собой, вот та самая туристическая точка, она тоже рядом с нами находится. Поэма «Медный всадник» вообще, она является, наверное, одним из самых знаковых произведений Пушкина, как мне кажется, потому что здесь была задача в целом отразить фигуру царя, но Пушкин это сделал по-своему. И если в начале поэмы царь Петр I выступает таким царем-реформатором, тем, кем гордится вся страна, то уже в дальнейшем по ходу повествования он становится такой застывшей, окаменевшей статуей, грозной, тяжелой, которая может задавить с собой маленького человека. Вот она, тема маленького человека, опять же, появляется. И в этой поэме есть и тема наводнений, вот той самой стихии Петербурга, которая уничтожала все, да. И контраст между жизнью чиновника ничтожного и той надстройки, которая над ним нависает. То есть все оно тут переплетается. И мне кажется, что это та самая финальная точка нашего маршрута, которая позволяет поставить, может быть, многоточие или одну точку и сказать, что вот он, Петр I, гром-камень, на котором стоит статуя с конем, и Нева. Все, занавес. Можно больше ничего не говорить. Ну и, собственно, вот он, запах этой тины и водорослей. Я его лично обожаю. Это то, что мне придает сил. Я вот чувствую запах этого гранита. Вот они, зеленые водоросли, просто Кстати, ты заговорила о запахе. Да. Я слушала первый выпуск твоего подкаста. Ой, супер. Это наш партнерский подкаст. Да, мы с подругой говорим о том, какие запахи в Петербурге, какие звуки. Мы исследуем его с этой стороны. И я очень рада, что ты сейчас дала возможность подойти сюда к Неве и почуять это. Мне кажется, этот запах ощущал и Пушкин, когда прогуливался здесь. Так что вот она, преемственность. И вот берег той самой широкой реки. Простор. Ну и ссылку на подкаст мы тоже оставим. Сколько уже вышло эпизодов? У нас вышло 2 выпуска подкаста. У нас есть следующий план. В следующем выпуске мы поговорим о чем-то еще. Это будет тоже интересно. Так что да, можете послушать нас с Милой, мы вместе с ней рассуждаем на эту тему. Какой Петербург? Да. Ребята, большое вам спасибо, что погуляли с нами по Петербургу. Пишите, пожалуйста, в комментариях Петербург Чайковского, Петербург Гоголя или кого еще показать вам. Чехова, да, показать вам в следующий раз. Приезжайте к нам. У нас здесь очень красиво и солнечно. Да, потрясающе. Друзья, приезжайте, пока тепло. Потом уже будет не так. И если у вас остались вопросы, или вы хотите сказать Наташе спасибо за чудесную экскурсию, пишите комментарии. YouTube не очень хорошо в последнее время рекомендует мои видео, поэтому, если вы хотите, поделитесь с друзьями ссылкой и обязательно переходите на канал Наташи, где она рассказывает еще больше невероятных и чудесных историй о местах, которые посещает. Да. Спасибо, Даша, что позвала. Да, очень интересно вместе изучать Петербург. И я сама на него немножко по-другому начинаю смотреть, когда мы общаемся. Отлично. Спасибо большое. Всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.